Всех приветствую, товарищи, друзья, подписчики, случайно залетные люди на мой канал. Говорит Nihilus Крайк, и сегодня мы открываем новую рубрику, в которой будем рассматривать все возможные вирусы, их создание и, скорее всего, полученных БО. Задумка хоть и не новая, но маякните, как она вам в комментариях и про что именно хотели бы услышать дальше. Тем самым не забыв прожать лайкос, если ролик вам понравится. А мы начинаем. Но все же перед началом хочу поблагодарить своих подписчиков. Спасибо за то, что поддерживаете канал копейкой, и будьте уверены, данные средства пойдут на улучшение канала. И спасибо еще раз. После печальных событий в Ракун-Сити с применением БО и вирусов, правительство США отказалось от поддержания идеи создания и разработок новых вирусов. Но Дерек Симмонс, глава семьи, тайного общества, которое уже много лет манипулирует политикой западного мира и готовы были пойти на все, чтобы сохранить стабильность и существенный мировой порядок, думал иначе. Он считал, что использование БО было неизбежным в военных действиях. Позже он заметил Кару Радамес. Она была вундеркиндом и всего в 15 лет защитила кандидатскую диссертацию в области генетики. После же сам Симмонс пригласил ее на работу и дал доступ в лабораторию и назначил руководителем. Симмонс устроил лабораторию под собором в городе Толл-Оукс. Этот собор принадлежал семье Симмонсов уже много поколений, в котором нередко проходили собрания, на которых обсуждались текущие дела и тайные планы. В этой лаборатории и происходили разработки вируса Си. Дерек очень ценил способности Кары, а она в итоге влюбилась в него и очень стремилась заслужить его похвалу. Она начала разработать Си-вирус еще в 2001 году. С помощью Симмонса ей удалось заполучить теперь уже безвредный вирус Т-Вероника и решила использовать его в качестве основы для создания нового вирусного оружия. Карле удалось извлечь то, что вызывает внезапные мутации ДНК из прародителя, и комбинируя его с Т-Вероникой, она исключила любую возможность повреждения клеток головного мозга и назвала эту комбинацию Т-02. Также Симмонс имел доступ к Шерри Биркин, которая во время трагедии в Ракун-Сити была заражена и успешно вылечена от G-вируса. Однако следы пребывания в ней все равно остались, и Дерек предоставил образцы Карле. И она объединила G и штамп Т-02, чтобы еще больше изменить вирус. Существует два вида заражения данным вирусом – через прямую инъекцию и газ. В случае инъекции вирус, быстро попадая в кровь, распространяется по всему организму, разъедает клетки крови, вызывая насекомоподобные мутации, увеличивая силу и скорость, а также придавая способность к регенерации. И их температура тела сильно повышается, а после тела охватывает кокон. Отсюда и название – вирус Кокон. Также путем скрещивания ДНК определенного человека с Си-вирусом можно было создать двойник человека. Не вдаваясь в подробности, скажу, что Симмонс влюбился в Аду и некоторое время работал с ней. Она его бортанула, как только узнала, что Дерек был ответственен за термобарическую бомбежку города Ракун. Он решил создать ее двойника. И не просто внешне, а чтобы она была практически настоящей Адой Вонг. И мыслила также, и испытывала к нему точно такие же чувства, как и он сам. Но очень тяжело было найти человека с подходящей генетической структурой. Для этого было похищено 1000 людей, и получилось это сделать только спустя 10 лет и 12 235 подопытных. Но максимум ему удалось создать лишь БО, лишь отдаленно напоминающее женскую фигуру. Кого именно, затронем позже. Однако конечной цели Симмонс достиг. И не из рандомного подопытного. Дерек узнал, что никто иная, как сама Карла, может стать подходящим кандидатом, и обманом привлек ее к участию в эксперименте. Сама же она думала, что Дерек ценит ее работу и не станет ей рисковать. В итоге, можно сказать, что Карла Радамес перестала существовать. Дерек получил столь желанного двойника Ады, которая любила его и выполняла его приказы. Но где-то внутри нее все же жила частичка Карлы, и при каждой встрече в голове новорожденной Ады не утихали, а наоборот с каждым днем становились сильнее крики «убить Симмонса и разрушить все то, чем он дорожит». Некоторое время она глушила эти зовы, однако искра Карлы вышла наружу и поклялась уничтожить Симмонса. Притворяясь, что она все еще работает на него, тем самым она продолжила преследовать свои собственные цели.
Но сам Дерек не знал этого и в знак верности подарил ей подводную лодку и полный контроль над солдатами семьи в Восточной Азии. Карла тайно создала организацию Neo Umbrella и усовершенствовала Севирус, который должен был быть инструментом в деле дестабилизации мирового порядка. Почему она назвала организацию именно Neo Umbrella? Это вопрос, на который может ответить только она сама. Для еще больших экспериментов ей нужны были еще больше подопытных. Она собирала своих жертв в бедном районе китайского округа Ваип. В этом районе она говорила, что ищет молодых и здоровых мужчин под видом испытания новых лекарств, и взамен предлагала сумму, на которую можно было жить год в этом районе, и многие велись на это. Сам же человек после инъекции превращается в монстра, которого прозвали Джава. С сербского языка переводится как «демон». Их мозговая активность не нарушена, как говорилось выше, и они способны использовать как холодное, так и огнестрельное оружие, а также управлять транспортом. Способны общаться между собой на языке, который был ранее для них родным. Они следуют приказам, которые получили перед заражением, не обращая внимания на инстинкт самосохранения. Но все же мутация продолжается. Раны, которые должны были убить человека, на Джава также быстро излечиваются, заменяя поврежденные части тела хитиновыми придатками, напоминающими опять-таки насекомых. Рука может превратиться в серп или щит. Тело и ноги могут покрыться броней, а также при повреждении ноги могут замениться насекомоподобными также частями тела, будто крылья, лапы пауков или же кузнечиков. До сих пор неизвестно, сколько всего мутаций может вызвать этот вирус. Данным существам давали нехитрое название, связанное с повреждениями определенных частей тела, например, рукосерп. Также были более элитные Джава, которые находились в броне, и немного с другими мутациями, так как они дольше были заражены Севирусом и могли изменять свои части тела по желанию. Однако, если Джава получит слишком много урона, то они просто самосожгутся из-за очень большой выработки тепла. Впервые с этим столкнулась Мэра, один из агентов BSAA в 2012 году в школе Мархава. Помимо Грации, и какой бы она ни носила урон, ее противник излечивался, и она решила нанести одновременно много урона, чтобы Джава не успел отрегенить себя. Впрочем, как и сама Карла впервые протестировала вирус Си в этой школе и в это же время. В результате одного из несчастных случаев погибла одна школьница. Карла вручила вирус ее подруге, а та вколола ее другой, а после и себе. Мертвая подруга приобрела интересную мутацию, из-за которой и происходит второй способ заражения через газ и обращает людей в зомби. Собственно, все ученики в них и обратились. Однако, данное событие смогли урегулировать силу BSAA. На тот момент это был экспериментальный вирус Си, и после улучшения он стал страшным оружием. Первой мутацией Си-вируса была липотица, от сербского красавица, или же по-другому мать для зомби. Собственно, она и была одним из двух образцов, как и говорил выше, которые удаленно напоминали женский силуэт, когда Симмонс только хотел создать доппельгангера. А образцы красавицы были взяты с подопытной Си-16, кем являлась Нана, та самая мертвая подруга. Тело существа покрыто крупными парами, через которые выделяется ядовитый газ. Вдохнувший его умирает, а после становится зомби. Одна липотица может заразить зону радиусом в 3 мили. Это в корне отличается от традиционного заражения через укус. Ведь когда вирус распространяется по воздуху, от него намного тяжелее укрыться. Вести бой вблизи с ней крайне не рекомендуется, так как даже при удачном попадании из ее пор будет выходить все тот же самый газ. Помимо общего заражения, она может заразить намеренно одну цель и впустить человеку в легкие намного больше газа при помощи своего языка. В определенный момент действующий президент США решил раскрыть правду о событиях в Ракун-Сити, так как причастность Umbrella и участие правительства США были скрыты, а это могло нанести вред репутации США и ущерб по планам стабильности в стране. Симмонс спланировал нападение на Тоу-Оукс под видом биотеррористической атаки с участием липотиц и обращением зомби всех тех, кто его вздохнул. Все коконы были стратегически размещены в районе Тоу-Оукс. В качестве меры предосторожности все липотицы были настроены на самоуничтожение после того, как они выполнят свою задачу. Другая липотита, с которой столкнулись напрямую Леон и Хелена, была ликвидирована в Собойре перед входом в лабораторию, которую она охраняла. Пройдя немного дальше, можно обнаружить еще один труп, который, возможно, самоуничтожился.
И третья была в самолете, который отправили по приказанию Симмонса, дабы устранить угрозу в лице Леона и Хелены. После она была выброшена из самолета и упала в один из районов Китая, что способствовало его заражению. Вирус Си способен превращать в зомби даже трупы людей, если они еще более-менее сохранились. Например, давно умершие члены семьи, или же мертвые подопытные. Сами зомби отличаются от стандартных зомби, зараженных вирусом Т. Как говорил в отчете Леон, большинство из них сильные и ловкие, могут бегать и прыгать на большие расстояния, использовать подручные средства и даже огнестрел. Но при всем этом они не заражают через укус, что впервые выяснилось также в школе Мархава профессором Дагом. Но есть одно «но». Человек не обратится только если не умрет в течение определенного времени. То есть, если его укусят, а потом зарежут ножом, то тогда он пополнит ряды зомби. Но обычными зомбями все дело не ограничивается, и есть, так скажем, более особые мутации. Визгун. Это зомби не такой подвижный, как свои собратья, по той причине, что не может делать резкие рывки, махать холодным оружием. Но у него есть другое преимущество и в то же время слабость. С помощью своих легких и, соответственно, с помощью крика он может оглушить жертву, а также подозвать к себе других зомби, так как их нервная система реагирует на этот звук, и при этом они начинают вести себя более агрессивно. Однако, как я уже говорил, легкие или же горло являются его слабым местом, и если при готовности заорать нанести урон, он моментально погибнет. Плюс при попадании он также издаст крик, но более искаженный. Именно эта частота может перегрузить отвечающий за слух отдел мозга зомби и уничтожить его. Также был обнаружен редкий тип зомби, который напоминает ликеров под названием кровострел. Назвали его так, скорее всего, потому что мышцы и кровеносная система видны невооруженным взглядом. Он мутирует из обычного зомби, и связано это, скорее всего, с повреждением его головы. Хотя это просто дальнейшая мутация зараженных зомби вирусом Си, как ликеры или же Crimson Head от вируса Т, но разных штампов. Он более агрессивный и быстрый, нежели обычные зомби, намного тяжелее его оглушить, и может вырвать сердце буквально одной рукой. Он впитывает в себя намного больше урона, нежели рядовой зомбак, но при этом имеет слабое место в виде сердца. Газ также и не обошел стороной собак, которые своей скоростью и тем более стаей могут хорошенько попортить нервы, а также более упитанных товарищей. Но вернемся к Джава. Перед финальной мутацией Джава воспламеняется и обращается в кокон. Считается, что воспламенение было наследование от Т-Вероники, кровь которой воспламенялась. В этом коконе вирус растворяет тело носителя и создает новое существо, не похожее на Джава. Си-вирусу удалось стабилизировать и получать из каждого кокона нужное БО. Существа, которые вылупляются из кокона, были названы завершенные мутанты. Про липотица я уже говорил, а значит едем дальше. Второе БО, которое напоминает женскую фигуру, как ни странно, будет таковым, даже если зараженный был мужчина. Гнездо. От сербского ули. С виду напоминает шершни и могут собираться в рой, напоминающий человеческую форму. Они обладают разумом улья, где у каждого существа есть отдельная роль. Однако у них есть королева, которая командует гнездом, и при ее смерти, конечно же, моментально погибнет весь роль. Однако сделать это не так просто, так как роль будет усиленно защищать королеву, пряча ее внутри роя. Могут налететь как небольшой группой, так и полностью окутать человека и закусать его до смерти. Для отвлечения внимания могут разделиться и создать двойник. Напад. От сербского нападение. Данное существо обладает жесткой защищающей от травм кожей и развитой мускулатурой, и соответственно пытается выбить все дерьмо из своей жертвы. Сам по себе он довольно-таки медлительный, однако он может разгоняться и даже делать рывки при беге, когда он возбужден. Об этом состоянии сигнализирует его поведение. Он начинает долбить себя в грудь, будто бы горилла. Его температура тела намного выше, чем у обычных Джава, и ему время от времени приходится выпускать пар, чтобы жара не убила его. Однако и усмирить его можно, если получится пробить его панцирь, то на спине сразу проявится его слабое место. Однако просто так подставлять его, конечно же, он не будет. Месяц. Лунный свет. Гибрид человека и птицы. Он напоминает ворона размером с человека и может летать.
Он предпочитает мертвую плоть в обмен на мясо живых организмов и редко поедает добычу сразу же после поимки. Обычно он поднимает жертву в воздух и выбрасывает с большой высоты, чтобы прикончить, а потом выклевывает куски плоти. Во время охоты он может сбрасывать на жертву бочки или другие тяжелые предметы, но самой большой стойкостью они не обладают. Их лучшая атака – атака внезапности, ничего не подозревающие их жертвы. Не потому что они сыкуны, а лишь потому что обладают чуть большим интеллектом, нежели другие завершенные мутанты. Стрелац. Лучник. Основное предназначение – отпугивать приближающихся врагов, испуская газ или выстреливая кинжалоподобными частями своего тела. Но как только враги приближаются, он сбегает. Умеет карабкаться по стенам и потолку. Если жертва будет мешкаться или находиться в оглушенном состоянии, то он просто начинает заливать ее кислотой до смерти. Однако сам по себе он легко даже оглушится от сильной рукопашной атаки. Бржак. Когда-то тоже был человеком и был создан для утилизации подопытных или же других отходов. Однако он проявлял пассивность недвижущимся объектом и приходилось искусственно имитировать движение жертвы или же, к примеру, выброшенного компьютера. Был выпущен по приказанию Симмонса, прежде чем его план пришел в силу. Похож на гигантскую рыбу, однако зрение и слух практически атрофированы, и при охоте полагается на органы осязания, которыми чувствует движение воды и немедленно атакует любую движущуюся цель. Расклопание. Разрушение. У некоторых испытуемых произошла крайне интересная мутация. Гладкая белая кожа является экзоскелетом, защищающим слизовидное тело, находящееся в районе торса. Даже если эта часть будет уничтожена, это никак не повредит основному организму. Потерянные части могут существовать отдельно и атакуют жертву, стараясь обездвижить ее, и будто обладает собственным разумом. Хотя и воссоединиться им не составит труда чуть позже, и тогда они снова начнут функционировать как единый организм. В разделенном состоянии ноги будут способны извергать токсин. Поэтому атаки даже мощным огнестрельным оружием не дадут особого эффекта, а лишь поможет ненадолго выиграть время. Но и спрятаться от него будет практически невозможно. Гибкость этого существа позволяет проникать во всякие узкие проходы. Но, как и у всех, у него есть слабость – это огонь. Или же электрошокер. Когда скелет сильно нагревается, основной организм покидает его и спасается бегством. Оно старается не просто сдолбить жертву, а, так скажем, стремится к размножению, и в пойманную жертву старается отложить яйцо через рот, при этом делая дыру в лице размером с само лицо. Через короткое время эмбрион вылупляется через грудную клетку. Агроман. Гигантское тело. Один из самых больших объектов БО. Он отличается огромной силой и страстью к разрушению. Однако уровень его интеллекта крайне низок, и любые приказы он выполняет без раздумий. Он может быть легко убит, если сконцентрировать огонь на слабой части его тела, торчащей на спине. Именно из-за этого и было рекомендовано не использовать его в боевых действиях, пока слабое место не будет скрыто. Однако экстренная ситуация вынудила применить его. Иллюзия. Призрак. Это огромная змея, которая умеет маскироваться под местность. Когда она замечает жертву, та атакует ее, теряя осторожность. Уязвимое место – это ее пасть. Однако выстрелить по ней будет возможность непосредственно перед атакой существа, то есть у жертвы будет лишь считанные секунды перед тем, как ее сожрут заживо. Если даже иллюзия окажется без глаз, то она все равно сможет охотиться на жертву, для этого она будет ориентироваться по теплу. Если ей нанести достаточный урон, то змея потеряет возможность к маскировке, однако ее кожа станет заметно прочнее. Убийство. Его позвоночник, ребра и сердце расположены в правой руке, которая напоминает органическую цепную пилу. Если уничтожить сердце, то убийство немедленно скончается. Но однако, если она выбирает цель, то уйти от преследования будет крайне нелегко, а урон по другим частям тела не даст никакого результата, а лишь ненадолго может обездвижить его. Впервые с ним столкнулся Ада Вонг, и после, казалось бы, серьезных повреждений он не умер и продолжил преследование, после чего впитал еще больше урона и пережил столкновение с поездом. После переключился на другую мишень в лице Джейка и Шерри. Командными действиями они смогли его вывести из строя, но опять-таки ненадолго. Он продолжил преследование, и даже меткий выстрел в голову от Ады и еще несколько боев с Джейком и Шерри не смогли прикончить его. Усмирить его удалось только при помощи лопасти вертолета. Однако в его использовании есть небольшой недостаток.
Он будет убивать всех на своем пути без разбора, даже своих. И при этом было принято решение использовать его только в особых случаях. Также была похищена Дебора Харпер, 20-летняя студентка колледжа и сестра Хелены, беспечная девушка, у которой на уме только веселье. Симмонс использовал ее с целью манипулирования над Хеленой. Она была во вкусе одного из членов семьи, и он никак не мог не думать о ее мягкой коже и стройном теле. И говорил, что было бы тратой просто убить ее. И поэтому хотел понаблюдать, как подействует на нее Си-вирус. И на ее мутацию возлагали большие надежды. Но спустя даже час результата не дождались и в спешке свалили, так как нужно было экстренно покидать город. Но она все же мутировала. Приобрела бледный оттенок кожи, которая также стала скользкой, а вены стали очень заметны. Она, на удивление, сохранила свою стройную фигуру, а в ее глазах пропали зрачки. Из спины проросли 3 клешни, которыми она пытается разорвать грудную клетку пойманной жертве. Эти 3 клешни чем-то напоминают лапы паука. Сила и скорость также увеличилась, и она стала способна прыгать на большие расстояния и оставаться на ногах, даже если в нее въедет вагонетка. Однако при уничтожении 3 клешней она ослабнет, и, возможно, дальше прикончить ее не составит труда. Можно предположить, что эти 3 лапы связаны с ее нервной системой, так как при уничтожении одной из них она может быть временно, так скажем, оглушена. При этом ее поведение, возможно, отсылает к ее развратному образу жизни, так как во время боя она ласкает свое тело, издает стоны и смеется, будто ей нравится ее новая форма. Это единичный случай такого поведения и, как известно, не является общими чертами у других зараженных. Однако существует человек, на которого вирус не подействовал, так как в его крови содержались антитела. Джейк Мюллер. Именно за ним и охотилось следующее БЛО. Устанак. Восстание. Могучее создание, которого Нео Амбрелла отправил за Джейком Мюллером, так как в его крови, повторюсь, содержались антитела. Его практически невозможно остановить или уничтожить. Он показал крайне высокую степень выживания, преследуя свою цель. Человек, которого выбрали для ввода Си-вируса, добровольно согласился на инъекцию и был очень этому рад и долго ждал этого, так как хотел избавиться от своего слабого тела. В отчете говорилось, что его тело имеет сильную совместимость с Си-вирусом. И это был первый и единственный успешный проект, так как предыдущие 322 кандидата скончались, а над его дальнейшим обликом поработали в Нео Амбрелла. Несмотря на то, что он прошел ряд мутаций, его разум оказался не затронут, и он был способен самостоятельно выполнять задания. Более того, мутации повысили его уровень интеллекта, и помимо этого, Устанак может пользоваться сложными устройствами и оборудованием, которое ему раньше не встречалось. Во время происшествия в лаборатории он потерял правую руку, и Си-вирус оказался не способен восстановить ее, но этому дефекту нашли устранение. Для него было создано ряд вооружений. Он показал выдающиеся способности в выборе оружия для какой-либо конкретной цели. И, повторюсь опять, были созданы специальные оружия, чтобы компенсировать потери его правой руки для поимки Джейка или его убийства. Он использовал некие, так скажем, протезы. Пулемет, дробовик, огромная дрель. Изначально на ее правой руке находилось устройство для фиксации жертв. Захватив добычу, он может использовать один из находящихся на руке шприцов для взятия проб ткани или же раздавить жертву. Или просто убрать ее к себе за спину. В одном из случаев он прицепил себе к руке дробовик, а в конце использовал некий шар, похожий на крюк-кошку. Однако в процессе создания он сильно привязался к Карли, и их отношения со стороны описывались как матери и ребенка, и он слушался только ее. И когда Карл погибла, со стороны он казался очень тихим и наполненным гневом. Также Устанак использует для поимки жертв маленьких летающих монстров, похожих на летучих мышей, которые появляются из органов на его спине. Их прозвали Око. Глаз. Они служат глазами для слабовидящего Устанака, но для поиска добычи используют ультразвуковые волны. Их органы чувств составляют единую систему с Устанаком, и когда они находят цель, то при помощи крыльев издают звук на частоте, который может воспринимать только Устанак. Но ультразвуковые волны не могут проходить сквозь стены или же другие препятствия. К тому же у них очень хрупкие тела, и их довольно-таки легко уничтожить. Устанак использовал их, когда искал Джейка в пещере. А также его снабдили новым оружием, огромной дрелью, в надежде, что он сможет раздобыть хотя бы кусок Джейка, так как все, что было нужно, хотя бы немного свежей его крови.
Он также показал высокую выживаемость, но помимо бесчисленных ранений, огнестрела и буровой установки, он пережил падение в лаву, и это при всем том, что его тело не может регенерировать. Карла доставила Севирус в Идонию, где шла гражданская война. Та передала его повстанцам как средство, повышающее иммунитет. Те обращались в Джава, и она наблюдала со стороны и собирала информацию. Именно здесь Джейк использовал свою дозу Севируса. А также Карла нажила здесь себе врага в лице Криса Редфилда из BSAA. И с помощью установка она все-таки схватила Джейка и Шерри, и начали проводить эксперименты по улучшению Севируса. Симмонсу же Карла сказала, что Джейк мертв. Также имелся исследовательский комплекс с некой тюрьмой для подопытных, который находился в роскошном поместье, где, собственно, и находились Джейк и Шерри. Нео и Амбреллой также был построен глубоководный исследовательский комплекс, как секретная база для создания БО. И заранее был разработан план, который должен был вступить в силу, если вдруг Карла умрет. Спустя время так и случилось. В результате один из городов Китая была выпущена ракета с газом, и очень многие обратились в зомби. Однако это был лишь отвлекающий маневр. Помимо липотиции было создано существо, которое может распространять газ в гораздо больших количествах. Ученые извлекли магму из-под океана и исследовали бактерии и микробы, способных жить в экстремальных условиях. Затем их генетический код был соединен с Севирусом, и они получили существо, именуемое Хаос. Оно находилось в дорогом и большом инкубаторе, а сам инкубатор находился в том самом подводном комплексе. У этого существа прозрачная кожа, через которую виден его скелет и внутренние органы. Один из его органов, соответственно, и вырабатывает газ. Концентрация этого газа в 1000 раз сильнее, чем у липотицы, и гораздо масштабнее. Если он выберется на берег, то будет следовать заложенной в него программе – делиться и размножаться. Всего лишь за несколько дней армия Хаоса способна заполонить всю планету. Нео и Амбрелла планировал выпустить Хаоса в случае смерти Карлы. Однако существовала опасность, что если это произойдет слишком рано, то он мог выявиться незавершенным. Что в итоге и произошло. Прогресс завершения дошел чуть больше 70%, и нижняя часть тела отсутствовала. Но даже в таком состоянии он представляет большую угрозу. Он показал высокую устойчивость к стрельбе и в целом к травмам. А при определенном уроне его нижняя часть тела отсоединяется и начинает преследовать жертву самостоятельно. Также он может менять размеры своего тела, если того требует ситуация. И максимальная высота, с которой он был замечен, доходила до 20-этажного здания. Возможно, его слабой стороной является электричество, так как когда Пирс атаковал его, он уходил в безопасное место и создавал вокруг себя еще один кокон, чтобы залечить раны. Однако Карл успел за полгода усовершенствовать Севирус с помощью крови Джейка. Взяв компоненты крови, отвечающие за иммунитет к инфекциям, она использовала для изменения свойств Севируса. Улучшенный Севирус не только усиливает носителя, но и исключает стадию кокона. Зараженный человек мутирует в новые формы без нарушения клеточной целостности. Но и улучшенный вирус очень сложен в производстве, а технология создания известна только Карле. Благодаря этому в мире существует крайне малое количество данного вируса. Известно только 3 применения данного штампа. Первый был заражен Симмонс и показал несколько стадий трансформации. В первой мутации он все еще не теряет свою личность и превращается во что-то похожее на четвероногого зверя, становясь очень сильным и настолько быстрым, что может обогнать скоростной поезд и даже снести его. Также может использовать осколки своих собственных костей в качестве метательных снарядов. И любые кости, потерянные таким образом, восстанавливаются благодаря вирусу. Но даже после полученного урона от Хелены он не погиб. Севирус начинает укореняться в его организме, и Дерек переходит во вторую стадию, похожую на динозавра. В отличие от первой стадии, здесь Дерек ведет себя инстинктивно, а не рационально, и старается сожрать своих врагов. Однако после получения урона, как и в первой стадии, он может вернуться насильно в свою человеческую сторону из-за слишком большого тепла в организме. В этой форме у него появляется множество глаз, помимо того, который находится в пасти, еще есть у него на спине, что является его слабым местом в этой форме. Множество глаз не обязательно отсылает нас к G-вирусу, а зачастую это признак насекомой природы. Тело Дерека продолжает мутировать и входит в третью стадию, похожую на гигантскую муху. Все человеческое в нем исчезает, и им движет только инстинкт выживания. После получения повреждений он начинает поглощать трупы, чтобы дать своему организму органические вещества, необходимые для принятия и поддержания этой формы. И в теории
он может жить вечно. Следующий вирус перед смертью вколол себе Карова, и вколола на очень большую дозу. И под воздействием инфекции она соединила свое тело с авианосцем и превратилась в чудовище, в котором не осталось ничего от человека. Но даже в таком состоянии она продолжила считать себя Адой Вонг и ненавидеть Дерека. Помимо того, чтобы проглотить свою жертву, она может создавать собственные споры, которые также напоминают женскую фигуру. Эти споры символизируют психическую нестабильность Каровы и были нескольких типов. Споры С как раз и являются той самой фигурой и напрямую не атакуют, а лишь плюются кислотой, если жертва окажется рядом. Полностью уничтожить ее нельзя, так как даже при достаточном уроне она просто временно исчезнет. Также на стенах можно увидеть мелкие споры в небольшом количестве, которые также относятся к спорам С. Спора М проявляется в виде множества рук, которые пытаются схватить жертву и поглотить полностью, а также в виде огромного лица, которое также пытается сожрать жертву целиком. Спора Л возможно является проявлением самой Каровой. Ее также нельзя уничтожить обычным оружием, так как она будет регенерировать. И уничтожить ее удалось только при взрыве жидкого азота, который заморозил большую часть ее тела. Карова в один момент, кстати, вышла на связь с Адой Вонг под видом Дерека. Однако зачем она это сделала, знает только она. Может, она хотела, чтобы ее уничтожили, а может быть, просто спасли. Если бы Карова не связалась с настоящей Адой Вонг, то с большой вероятностью ее план завершился бы успехом. И, собственно, третья инъекция, которую ввел себе Пирс Нивенс, чтобы спасти положение, когда они оказались в безвыходной ситуации. Известна только одна стадия его мутации. У него восстановилась его правая рука и стала похожа на трезубец, а сам он получил возможность стрелять электричеством, как одиночными молниями, так и групповой. При этом он старался максимально долго удерживать свое настоящее «я» в сознании и не дать вирусу взять полностью контроль над его телом и разумом. И смотря на все это, Пирс принял решение остаться на дне. Однако вакцина от Си-вируса все же была создана из той же крови Джейка, которому все-таки удалось спастись. Анти-Си – это предварительное название, которое правительство США дало вакцине. Если вакцину примет человек, не зараженный Си-вирусом, то он получит к нему иммунитет. Тем же, кто уже заражен, вакцина помогает в очень редких случаях, и только если еще не начали появляться признаки, характерные для Джава. Чаще всего применение вакцины на данном этапе заканчивается смертью. А если у человека уже появились признаки Джава, или он находится в стадии кокона, или подвергается мутации, то вакцина убьет его со 100% вероятностью. Но, как считали сами создатели вакцины, это лишь вопрос времени, когда Си-вирус начнет эволюционировать, и тогда, возможно, кровь Джейка понадобится снова.